Да, Артем, приветствую. Константин. Алло. Алло, Константин Борисович. Да. Здрасте, меня зовут Устинов Максим Сергеевич. Я помощник Николая Платоновича Патрушева. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно. Что? Да, слушаю. Руководство в очередной раз, новая итерация обсуждений, попросит, наверное, вас попозже рапорт подготовить, но я сейчас делаю доклад для Николая Платоновича на Совете Безопасности, все это будет обсуждаться на высшем уровне. Мне нужно один абзац, просто краткое понимание от членов команды, что у нас пошло не так, почему в Томске был с Навальным полный провал. Ваше мнение напишите, скажите мне, пожалуйста, я запишу, а позже уже в рапорте укажете. В Омске был провал. Нет, в Томске. Нет, имеется в виду в Томске. В Томске? Да. А что в Томске было? Константин Борисович. Да. Вы слышали, что я вам сказал? Я по поручению Патрушева звоню. Не, я понимаю все прекрасно. Я просто пытаюсь в голове вспомнить, в Томске что было. Ну, вы в Омск 25 числа зачем ездили? В Омск или в Томск? Вы ездили в Омск 25 числа. В Томске была операция. И сейчас я составляю короткую версию рапорта, что там случилось. Попозже Владимир Михайлович попросит вас написать длинную версию. Я понимаю, что это в очередной раз, но руководство для Совета Безопасности просит меня подготовить документы сейчас. Поэтому, если вы мне очень сильно поможете и не будете задерживать Николая Платоновича. Я бы с удовольствием помог, но я сейчас на коронавирусе сижу дома. Ну, поэтому я вам звоню. Поэтому... Давайте я Макшаков, если связаться. Макшакову я позвоню тоже, конечно же. Ну, то есть я сейчас... Это простая процедура. Я буду звонить сейчас Александрову, Макшакову, Таякину. Из каждого буду просить там, на 2 абзаца объяснения. Потому что мне нужно в итоге рапорт сделать на 2 листочка. Сами понимаете, кому я делаю рапорт на 2 листочка. Я не хочу здесь именами бросаться. Но я бы не стал вам названивать в 7 утра и не стал бы Богданову звонить в 7 утра, если бы не срочная ситуация. Поэтому просто у меня здесь вот написано: Кудрявцев, двоеточие, считает так и так. Почему у нас ничего не получилось, и что нужно, почему было плохо, и что нужно сделать, чтобы хорошо. Пишу. Я бы написал, но я сейчас говорю, дома на карантине. Так вы мне скажите, у меня подписка нет. Если с Макшаковым переговорить, я думаю, он ситуацию... Я с ним переговорю. Я могу с ним связаться, тоже объяснить ему. Константин, я поговорю с Макшаковым. Вы меня просто услышьте, пожалуйста. Я поговорю с Макшаковым. Сейчас и там письменные документы, конечно, вы на имя Богданова сделаете попозже. Сейчас мне нужно просто, я всех обзваниваю, и ваших коллег в том числе. Мне нужно просто с ваших слов один абзац текста. Что, по вашему мнению, самая главная проблема провала операции в Томске? Я записываю. Я не владею информацией полностью сейчас. Ну, естественно. Вы в том объеме, в котором вы владеете информацией. Алло, я пишу. Давайте я вам помогу. Давайте мы просто по другой. Вы, грубо говоря, по 10-бальной шкале вы оцениваете работу Александрова как? Понятно, что он ваш коллега, тем не менее. Александрова? Да. Работа хорошая, да. Оцениваю хорошо. Лидерские качества Таякина вы как оцениваете? Координацию команды? Таякин там не был, там Осипов был. Я знаю, что там не было Таякина, что там был Осипов, но тем не менее Таякин в операции участвовал, правильно? Честно, у меня нет такой информации. Я не могу ничего сказать. Ну хорошо. Осипова вы по 10-бальной шкале как оцениваете? Сейчас, погодите, я записываю. Хорошо оцениваю. Хорошо, тогда логичный вопрос, согласитесь.
я должен как бы просто объяснить буду сейчас Патрушеву. Если вы говорите, что вы хорошо оцениваете и Александрова, и Осипова, почему ничего не получилось? Ну, это вот я вопрос себе задавал уже не один раз, кстати. Вроде как бы, ну, по ситуации, то, что информацией я владею, а я владею не всей информацией. Понимаю. Сами понимаете, да, я владею той информацией, которая у меня есть непосредственно, или которая до меня доводится. Ну, ровно для этого и делается доклад. Да-да-да. Да-да-да, я вас перебил. Я просто говорю, что ровно для этого мы и делаем доклад, чтобы каждый со своей колокольни как бы посмотрел. Поэтому сейчас меня интересует только ваше мнение. Ну, я оцениваю работу хорошую, по крайней мере. Ну, работа сделана как бы, ну, как вот вы делали, как бы это все прорабатывалось вопрос. Я так считаю. И не один раз. В том-то и дело, что прорабатывалось не один раз. Вот Вот... от Троянова звоните, да? Что-что? От Троянова звоните, Артему. Просто мне номер телефона Троянова Артема высветил. Ну, конечно, я звоню по общей системе. Как Богданов меня просил звонить, я так и звоню, чтобы вы просто не беспокоились. Хорошо. Очевидный вопрос, ответ на который должен быть в моей бумаге. Если вы оцениваете хорошо работу Иосипова и Александрова, почему провал-то? Что нужно сделать в будущем, чтобы ничего этого не было? Ну, в нашей работе, сами понимаете, вопросов и нюансов всегда очень много, и все учитывать, как бы, ну, стараемся всегда по максимальному, чтобы не было никаких просчетов и так далее, сами понимаете, да? Я понимаю, что самое главное. То есть здесь Вопрос наверняка прорабатывался досконально, я так считаю. Ну, это мое мнение. По крайней мере, если брать, ну, то, что ранее там, да, было сделано, вот, ну, нюансы есть всегда. В каждой работе есть нюансы какие-то. Да? Вот, ситуация повернулась, как бы, с одной стороны, там, ну, так сказать, тут правильно понимаю. Ну, Я тоже думал, как бы, что могло, как бы, ну, там, посадили там это, сами понимаете, да, там полетел, посадили, все вот это, как бы, ситуация сложилась так, что не в нашу пользу, я так считаю. Если бы чуть дольше, то, соответственно, чуть могло бы все пойти по-другому. Чуть дольше что? Дольше, да? Сами понимаете. Константин Борисович, Летел. если бы чуть дольше летел? Ну, возможно, да, если чуть дольше летел, например, они посадили его там резко как-то и так далее, да, возможно, это все пошло не так. То есть там оперативная работа там, с медиков, скорой помощи, да, на посадочной полосе там и так далее. Ну, и, соответственно, как бы это... Алло. Да-да-да, но посадить самолет посадили через 40 минут. В принципе, это должно было бы как бы учитываться при планировании операции. Нельзя сказать, что самолет посадили просто моментально. Рассчитали неправильно дозу вероятности. Почему? Ну, это я не могу сказать, почему, как сказать. Рассчитывали все, я так понимаю, что рассчитывали все с запасом, поэтому... Хорошо. Давайте вот вопрос, который передо мной, я с вами откровенно говорю, потому что вы поймите меня тоже. Вот есть руководство, вы знаете, как ведет себя руководство. Давай быстрее, сейчас, 15-й раз, там всем пиши. Вот я пишу, вот у меня написан вопрос. В чем проблема? Был Калининград, потом был Томск. Почему не были учтены проблемы Калининграда, чтобы все случилось нормально в Томске? Про Калининград я не знаю ничего совсем. У меня информации нет. Хорошо. Я знаю, что там были, как бы, ну, там не про Калининград, потом знаю, что были, что было, как бы, да. А в Калининграде я не знаю, как бы, что там ситуация такая. У меня информации нет.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот непосредственно механика, как было использовано вещество, вы считаете, что был правильный выбор сделан? Да, я думаю, да. Если кратко описать это мне в докладе, как правильно написать, как это было сделано, если кратко объяснить? Ну, это уж по оперативной связи объяснять. Я как бы... Нет, ну я естественно, вы понимаете, кому я пишу доклад. И там не то, что по оперативной связи, то есть мне просто человеку, который не сильно разбирается и, в общем-то, не хочет вникать в детали. Как ему кратко объяснить, как было сделано? Просто чтобы я точно это сформулировал. Как было сделано что? Как было нанесено вещество? Ну, я говорю, это лучше по оперативной связи. Я, сами понимаете, я работал уже потом. Да, я знаю. Я в самой, как бы, это, по крайней мере, то, что, как бы, после мы смотрели, там, как бы, делали там свои мероприятия, эти вот, как бы. Угу. Ну, да, факт того, что, как бы, нахождение, возможно, как бы, и было, но, как сказать-то, ну, скажите, как есть. то есть, Да. куда нанесли, ну, как бы, там, да, сделали, да, дело. Угу. Вот, соответственно, может быть, и был какой-то вероятность обнаружения после. Ну, вот смотрите, опять же, у нас с вами откровенный разговор. Вы понимаете, почему я пишу эту? Вот эта вся бутылка, скандал, телевидение нашли, обнаружили. Соответственно, руководство говорит, объясни нам, почему обнаружили, почему было на бутылке. И нужно объяснить им кратко. На бутылке не было ничего. Хорошо, так... Я как знаю. Да где было? Откуда тогда взялось на бутылке? Или не было ничего? Или это придумали, что ли? Нет, на бутылке-то нету вроде как, ну, по крайней мере, то, что я информацию знаю. Ну? Может быть, как бы какая-то информация до меня не доведена, поэтому, как бы, я сам именно более конкретный, подробный вопрос-то. Станислав Валентинович у нас, он теме полностью, как бы, на 100%, поэтому мне точно такая информация есть, наверное. Мне поэтому Богданов и сказал, и дал ваш телефон, чтобы я позвонил, потому что задача, которую передо мной руководство поставило, с каждого собрать их мнение. Ну, то есть здесь же скорее вопрос не о том, что сделать какие-то орг-выводы, а вопрос о том, что как в будущем действовать нормально, и чтобы руководство, высший руководитель, очень четко понимал, что произошло. Поэтому, еще раз, я просто извиняюсь, что я с утра вас огорошил, но кулаками стучат по столу и говорят, дай мне на 2 страницы, чтобы он все понял. Вот как бы что мне в этих 2 страницах написать? Позвонили, да, извините. Что-что? Ну, первому позвонили, может, никому еще не звонили. Я с вас начал. У меня есть список, я сейчас буду всем обзванивать. Но на самом деле, мне же не нужно, чтобы вы мне рассказали все за всех. Расскажите просто свой взгляд. Вы бы как сделали иначе? Вот если бы вы планировали операцию, как нужно было сделать иначе эту штуку? Ну, это надо садиться, думать конкретно уже. В зависимости от ситуации, от обстоятельств, от возможных способов, не способов, а от возможных мест, да. Тут нюансов, я говорю, очень много. И надо учитывать каждый нюанс, каждую мелочь. Вот. Я считаю, ну, мне так, ну, как по моему мнению, все было как бы спланировано и правильно было все спланировано. По-другому никак не могло быть. Если бы неправильно было спланировано, ничего бы не делали. Вот. Я считаю. Да. Я говорю, сам факт, как бы, ну, способ был, ну, мне кажется, выбран правильно, но какие-то нюансы все равно есть всегда. Вот. Так еще раз, какой способ был выбран?
Какой способ-то был выбран? Вы не знаете разве? Ну, я что-то знаю, что-то не знаю, но я должен у вас спросить. У меня написано, поговори и задай такие-то вопросы. Вот задаю. Ну, я по этому телефону не могу вам рассказывать. Ну, я поэтому и звоню, потому что это срочная бумажка нужна. Ну, это Станислав Валентинович, он вам, возможно, расскажет, как все это было сделано. По такому телефону-то я не могу сказать. Хорошо. Только из-за этого, как бы я бы сказал. Вы видели, что я вам звоню через коммутатор. Вы мне можете сказать. Я согласовал этот разговор с Богдановым. Мне никто не звонил, ни Богданов вчера не звонил, ни Макшаков. Так потому что сегодня утром... Да. Конечно. Меня самого подняли в 5 утра и сказали давай. И поэтому я тут все утро бегаю, судорожно ищу всякие телефоны. Хотите, через некоторое время позвоню по оперативной связи. Ну, просто вы мне очень сэкономите время, если сейчас скажете. Потому что мне еще обзванивать, у меня список из 13 человек. Ага. Да. Вы не скажете, как вас зовут? Устинов Максим Сергеевич. Помощник Патрушева Николай Платонович. Так, у меня по-прежнему остались вопросы. Во-первых, вещи где? Что с вещами? Что с вещами? Ну, навальновские вещи где? Ну, были, вот, я их крайний раз видел в Омске самом. Оставили там. Ну, мы там ездили, работали. Да, вы 25-го же туда летали, в Омск, правильно? Да мне бы вспомнить, ну, наверное, примерно, да. Не записано на работе. Так, и конкретно, что с ними произошло? С вещами с этими? Конечный пункт нахождения их? Да. Ну, конечный пункт нахождения я без понятия. Могу только, знаете, что сказать. Мы когда приехали, нам отдали их, привезли местные ребята в Омске. Вот. С этой полицией. Транспортной. Ага. Да, нам от них отдали коробку. Ага. Вот, мы с коробкой поработали, соответственно. И вернули все ребятам. Ну, местным. А местный начальник, в принципе, у меня его телефон есть, если надо, могу дать. Да, давайте. Вот. Запишу. Вот, он эту коробку, я ему сказал, что он вернул назад. Скорее всего, он отдал этим ребятам с транспортной полиции. Так, дайте мне, пожалуйста, телефон начальника. Повисите, хорошо? Сейчас. Да, конечно. Ага. Алло. Да. Сейчас, секундочку. Алло. Да, пишу. 8 962 059 059 25 95. 25 95. А зовут его? Михаил. По отчеству не записано. Михаил Павлович. Да, он начальник ВТ. Ага, начальник. Можно поспрашивать, да, посмотреть. Я выясню, нет проблем. Давайте подробнее про вещи. На них было что-то? Коробка, то есть что-то там нашли на ней? Что с этим делали конкретно?
Ну, мы 2 раза ездили. Угу. Ну, первый раз пакет был обычный. Ага. Пакет там с печатями, там все, там разорванный весь был. Там были вещи, ну, они мокрые какие-то были. Вот, там были вещи, как бы, соответственно, то, что было там. Там костюм, там, эти трусы, носки, там, маска, Угу. футболка, соответственно, да. Так, и что, какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим, чтобы я сообщил? Ну, обработку делали. Обработку вот по этой методике бийской, правильно? Бийской? Ну, поправьте меня, если ошибаюсь. Значит, Нет, я не знаю бийскую методику. хорошо, а что Ну, тогда, или, может быть, знаю, но не понимаю, как бы, сейчас о чем. что тогда конкретно делали, объясните? Ну, замывали, обрабатывали растворами. Чтобы не это, ну, там, ой, как сказать-то я. Ну, обрабатывали. Чтобы мне это не было следов, там ничего такого. Все вещи обрабатывали? Нет, сначала не все. Сначала там основные. Костюм, там, трусы, вот это все. Потом ездили еще, когда коробку принесли, мы уже почти, ну, все обрабатывали, да, последний раз. Как на вещах, есть ли вероятность того, что в больнице жена Навального или кто-то срезали кусок одежды, и он попал? Нет, Такой вероятности нет. нет, нет. Все было в целости и сохранности. То есть, Следов чего-то, либо там отрезания и так далее не было никаких. как в итоге, по вашему мнению, как немцы это все обнаружили в итоге? Ну, они что, Бундесвер привлекли, там военные химики работали. Есть вероятность того, что прям на теле у него осталось. Может быть, есть какие-то методики, не знаю, обнаружения. Где у него, в каком месте его тела могли быть следы, которые они обнаружили? Тело? На теле на его, где они могли найти Не это? было, на теле нигде не нашли. Ну, это по моему мнению. Ну, хорошо, вот смотрите. Они не исследовали тело, они наверное, там по крови, скорее всего, работали. Ну, это мы не знаем, как они работали, просто я должен изучить все... Предположение только. На теле я считаю, что нет. Ну, наверняка его замывали, мыли. Непосредственно еще у нас в больнице наверняка. Значит, у кого, с кем в Омской больнице я могу поговорить, чтобы выяснить, мыли тело? Нет, этого спросить, это у меня информации нету. Вот Михаил, который вот, да, Который Павлович? начальник ДТ, да, он это... вы уже нашли телефон, да? Угу. Вот, он всю информацию обладает, да. Вот этой вот, как там, что делали. Хорошо. А вот, извините, вопрос такой наивный, но меня его, исходя из того, что я записал, мне его зададут. Значит, одежду замывали, потому что на одежде могли быть следы. Значит, и на теле могли быть следы. Но вы говорите, что на теле следов быть не могло. Почему? Ну, мне кажется, что там, впитывается быстро просто. Не оставляет, мне кажется, следов. Это Макшаков скажет более подробно. Я всей информацией не обладаю. Я даже не знаю, что там делали. Ну, я имею в виду, сами понимаете, да? Ну, я понимаю. Ну, я не знаю. У меня нет информации. Константин Борисович, Мне сказали, я приехал, сделал и уехал. Все. Угу. Все остальное, вся остальная информация по поводу, кто там ездил, кто это делал, это у меня так информация. Это я с ними со всеми поговорю сам. Мне, повторяюсь, мне нужно просто вот ваш взгляд конкретный, потому что руководство сказало, значит, со всех собрать информацию и составить общую картину. Поэтому, значит, давайте еще раз суммируем все, что у нас есть. Значит, по вашему мнению, выжил этот фигурант, потому что самолет
посадили слишком рано, верно? Главная причина. Ну, мне кажется, что да, только из-за этого. Если бы там чуть-чуть дольше, то, возможно, и все как бы закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств, это вот это самый такой вот плохой фактор, который вот в нашей работе, да, может быть. То есть, как бы, Вот это понятно. Под стечением обстоятельств мы имеем в виду обстоятельство номер один. Это посадили самолет. А обстоятельство номер два это что? ну, это то, что это, как приехали там вот скоро там и так далее, провели мероприятия вот эти вот первичные, которые они обычно, ну, там по медике смотрят состояние. Вот, они ему там закололи антидот какой-то, если, да? Угу. Предположительно о том, что возможно, что вот это вот, да? Или хотя бы, ну, симптоматика же там какая-то похожа. Ну да. Поэтому они действовали непосредственно по инструкции медика. Вот, поэтому из-за того, что сработала скорая, да, соответственно. Ага. Вот, это тоже фактор, как бы, отвезли. Дальше, соответственно, просто увезли его там в больницу. Вот. Там, соответственно, тоже провели какие-то мероприятия. В зависимости от там, симптоматики там, и всего вот этого. Вот. Наверное, так вот, как бы. Так все-таки, чтобы... Это мне так кажется, да, что как бы, это сыграло роль. Значит, все-таки еще раз как бы план. Я не понимаю, и исходя из вопросов руководства, которые они передо мной поставили, они не понимают. План был, что он в гостинице в конце отдаст или в самолете? Я об этом информации у меня нет. Ну, то есть вообще как бы планирование-то было, исходя из того, где это все случится. Если бы я бы знал, я бы сказал, я врать не хочу. Врать не надо. Ну, я говорю, как бы, что как есть. У меня этой информации, как должно было проходить, нету. Не было информации, мне не доводили. Угу. Вот. Я могу только вот предполагать, что, возможно, это должно было все там произойти. Так вот, предположите. Собственно говоря, я для этого и звоню. Предположение ваше заключается в чем? Мои предположения? Да. Ну, это что только мои предположения. Я же не знал всего плана проведения. Сами понимаете, да? Я понимаю абсолютно. Для меня доводит информацию, которую я должен знать. Все. Больше мне ничего не говорят. Я как бы придумывать тоже это плохо, как бы, я считаю. Правильно, выдумывать плохо, но задача, которая передо мной поставлена, извините, что повторяю, как попугай, она такая. Поговори со всеми, и пусть они просто составят как бы свое... Ну, каждый человек, который сидит внутри, как бы в нашей работе, вы абсолютно правильно говорите, все зависит от случайностей, каких-то странных вещей. Поэтому мнение каждого человека о том, что правильно, что неправильно, оно очень важно. И ваше мнение вот очень важно. То есть вот взгляд ваш вообще на всю картину. Потому что, ну вы понимаете, последствия у этого всего будут еще нам аукаться довольно долго. Я понимаю прекрасно все. Я тоже и читаю, и смотрю, и телевизор, там, и интернет читаю. Ну, конечно. Поэтому... Как бы, это, да. Я рассчитываю, думаю, на все вот это, вот, как бы, ну, мне так кажется. Ну, как мне кажется, я уверен, что, конечно, все пошло не так, да? На это, прямо скажем, не рассчитывали. Поэтому мне нужно понять. Вот... Да, конечно, да. Ну, я думаю, что это должно было, по вероятности, в ближайшее, там, не знаю, какое-то время произойти. То есть, может быть, даже... А может быть, это и рассчитано было на том, что полетит. Потому что, как вы сами понимаете, да, время летит там 3 часа примерно, да? Это большой период. Если не сажать, ну, возможно, был бы другой эффект. И результат был бы другой. То есть, как бы, я считаю, что самолет сыграл, как бы, ну, решающую роль. Ну, не решающую, когда, да, а, ну, один из их факторов. Угу. Что посадили, вот, да, посадили и провели мероприятия вот эти первичные. Вот.
Сколько времени прошло? Вот с момента отравления до того, как он отрубился. Информации нет у меня такой. Ну вот, Я ну, не знаю по времени, когда было все сделано, то есть когда отработали, да? Не знаю, нет у меня такой информации. окей. Это скажет точно Макшаков, наверняка, там, ну, ребята, может, сказать. Ну, не может, скажет. Не, ну понятно, да. Да. Значит, еще у меня есть среди вопросов странный такой вопрос. Вы же с Навальным ездили сколько? И в Киров ездили в 2017 году, да? Вы-то сами как его личность оцениваете? И чё, его? Да, Навального. Чё? Ну, как? В смысле, как я оцениваю его личность? Ну, я же поэтому и оговорился, странный вопрос. Аккуратный и очень это, ну, как, всего боится. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, он там ходит везде, там, и так далее, да. Номера меняет периодически, да, вот, то есть как бы осторожный очень, как бы, в этом плане. То есть он наверняка, может быть, как бы, может, чуйка какая-то, чувствовал, что там, ну, он не скрывает, что они там следили, там, и так далее. Ну, сами понимаете, да? Угу. Алло. Да, я слушаю. Я просто, я записываю. Озвучивал там в своем блоге, там, не один раз, просто за ним там это, наружу типа ходит, да, по пятам. Вот. То есть он очень осторожный, аккуратный в этом плане такой. То есть лишних движений не делает никогда. Ну, это мое мнение, да, то есть как бы Угу. аккуратный, осторожный. То есть как бы Так, есть, осторожный, наверное, да, есть, такой, как бы, есть вероятность того, что он кого-то из членов группы видел в лицо и узнает в лицо. ой, это навряд ли. Он всегда строго к этому подходит. Вот у меня есть информация, И так далее, там, одежда, там, смена одежды, там, и так далее. значит, у меня есть информация, что однажды с ним члены группы однажды летали с ним вместе на одним рейсом. Было такое? Ну, эту информацию у меня нет, к сожалению. Ну, как бы, я не знаю, честно говоря. Обычно берется всегда рейсы специально разные. Это даже если группа летит, там, из нескольких, да, бригад, там, или там, команд, то один летит одним рейсом, другой летит другим рейсом, как бы, ну, стараются всегда так. Я не знаю, тут информации нет у меня. Угу. Ну, то есть вы такого не знаете? Нет, не знаю, честно говоря. Просто, то есть по шкале от 1 до 10, какова вероятность того, что он или члены его какой-то группы, команды могли сфотографировать кого-то, записать, кто-то случайно мог на камеру попасть? Ну, да, ну, учитывая там наши сейчас сегодняшние, везде там и камеры стоят, но всегда как бы все равно, когда работают, там все закрываете и так далее, сами понимаете, да, эти камеры. Ага. У меня с вами всего другого. Работать идем только тогда, когда нам оперативные сотрудники дают добро. То есть они нам объясняют ситуацию, вот, соответственно, мы говорим, идем или нет. То есть всегда отсекается возможность снятия какого-то либо и так далее. Понимаете, да? Понимаю. То есть максимальная конспирация – это первое дело. Чтобы никто не снял, никто лишнего там не видел там, и так далее. Это исключается всегда. Угу. Вы сами как оцениваете работу оперативных сотрудников? Которые принимали участие? Да. Ну, с тем, с кем я работал, хорошо оцениваю. Дайте я запишу фамилию, телефон. И чей? Ну вот с ваших контактов, которые с кем можно это обсудить. Если я думаю, что я вряд ли буду с ними связываться, но если руководство скажет, чтобы я мог оперативно это сделать. Так, ну я всех и не помню, ребята. Да я не так часто ездил. Ну основной кто? Михаила вот этот, который вот я могу сказать. Да? Ну, пишу. Михаил? Ну, Павлович который, ну понятно. да, остальных
что-то даже и не помню, ребят, давно было. Угу. 17-й год, это не вчера, там не полгода назад. Я даже контакты не сохраняю. Ну, по таким вещам, так вот я вот это оставил, потому что мы с ним связывались уже не один раз. Потом еще ездили, когда второй раз. Тоже быстро, оперативно с ним связались и сделали все. Так, сколько у нас всего было по Навальному операций? Я работал, как бы, ну, к ребятам вопросов нету, как бы все как бы, организовано всегда хорошо. В плане обеспечения, там, проведения мероприятия. Ну, как бы, нареканий как бы не было. Значит, есть оперативные... Я по этому вопросу, там, я не помню, сколько, я вот помню, что я в Киров был, в Кирове, и все, а больше я не помню даже. В Кирове были. Значит, у нас есть оперативная информация, наверное, может быть, в связи с этим и связано это все, что они там готовят какие-то публикации. И, может быть, поэтому меня и попросили всех связываться. И якобы он подозревает, что были еще попытки. О чем может идти речь? Что он может, как бы сам Навальный, сам про себя знать, сколько раз, там, вот он заявит, меня пытались отравить сколько-то раз. Что он может сказать, как думаете? Что он может об этом думать? Да. Ну, не знаю, я, честно говоря, про попытки еще там что-то не в курсе. Я слышал, да, он что-то озвучивал, что были какие-то там попытки. По чем речь, я даже не знаю. Угу. Может быть, что-то это и было, но как бы, через меня это не проходило. Так, окей, вы очень помогли. Давайте еще раз, сейчас, подождите, я по своим бумажкам пробегусь. Значит, самолет, у нас есть ответ на этот вопрос, помощь медиков есть. Оценивайте работу коллег высоко. Поправляйте меня по ходу дела, если я что-то неправильно сказал, что случайность. Так, Паняев, оценивайте работу Паняева как? А кто это? Ну какой? Ну да, на месте работал. Владимир Александрович Паняев. Алло. Паняев. Да. Не знаете такого? Я не знаю, кто это такой, нет. Я даже с ним не пересекался. Окей, хорошо. Может быть, ребята пересекались. Хорошо, со Станиславом Валентиновичем обсужу тогда это. Значит, одежда обработана и все с ней хорошо. Ну, как крайний раз, когда отдавали, да, все чистенько. Не будет никаких сюрпризов у нас с одеждой. Ну, поэтому несколько раз поехали. Несколько раз поехали, чтобы обработать одежду. Давайте еще раз. У меня есть данные, что вы 25 августа это делали. А второй раз? Алло? Позже чуть поехали, через неделю-две, наверное, или через неделю. Через неделю после 25 августа? Не помните точно? Нет, к сожалению, не помню. А ездил... Это с Макшаков, кажется. Окей. Кто еще ездил с вами? Со мной? Да. Василий Калашников. Калашников. Ну, его фамилия, наверное, не озвучена была, да? Нет, у меня нет в списке его. Странно. Ну, значит, руководство посчитало, что Ну да, это же... Хорошо, я с Богданова это уточню вопрос. Хорошо, значит, на теле вы считаете, ничего не могло остаться, правильно? Я считаю, что нет. Это мое, я так думаю, да, по крайней мере. Ну, естественно. По крайней мере, как бы, я не в курсе, как бы, что они делали. Ну, я имею в виду, что именно. Ну, понимаете, да, про что я говорю? Понимаю. Я не знаю, что там было такое. И как бы по свойствам там и так далее, да, по проникновению тоже не знаю. Но я так думаю, что если делали что-то, навряд ли там что-то могло остаться. Это мое мнение, я эту информацию даю непосредственно, как сказать, да. Ну, как я предполагаю,
У меня информации такой нет. Что именно было. Так, понятно. Навряд ли, да. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды, на какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный в теории предмет одежды какой? Трусы. Трусы. Рискованные в каком плане? Что-что? Рискованные в каком плане? Ну, где могла быть максимальная концентрация? Трусы. В каком месте трусов это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша информация тоже. Ну, по внутренним работали. Ну, по крайней мере, там это обработку делали. Ну вот, представляете себе трусы, да? И вот трусы, и в каком месте? Как бы есть самая Где это паховая часть. паховой части трусов. Ну, гульфи, так называемые, там швы такие есть. Вот по швам. Так, погодите, это важно. Сейчас, секунду. Значит, кто передал информацию о том, что должна быть обработана гульфиковая часть трусов? Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно по внутренней части. Кто сказал-то? Макшаков? Да. Внутренние, сейчас пишу, внутренние швы трусов. Окей, значит, серого цвета трусы. Не цвет трусов какой, не помните? Синий был. Синий трус, синий. Так, значит, они целы, то есть как бы их можно вернуть ему теоретически. Делать этого мы не будем, но они целые и все с ними нормально. Да, все чисто, да. Визуально по ним не будет видно, они не выцвели, нет никаких пятен на них, ничего нет. Нет, ничего нет. Но они в хорошем состоянии, чистые. Угу. Вот. Так, Да-да-да, штаны. Ну, на штанах... Там та же область внутренняя, где вот трусы там, возможно и там что-то было. Мы как бы тоже там замывали. Угу. Ну, это нет, предположительно, потому что как бы, контакты все-таки есть. Не расслышал. Что говорите, все-таки есть? Ну, контакт с штанами-то есть какой-то. Возможно, что что-то и там было. Угу. Штаны тоже обработали. Они тоже чистые, все с ними нормально. Окей. Это вообще была ошибка или правильно? Контактный способ донесения? Ну, это не мне решать. Ваше мнение какое? Это руководство так посчитало, значит, это было правильно, наверное. Ну, Способ хороший. Ну, раз он остался жив, наверное, не такой хороший. Вы тоже как бы просто поймите меня правильно. То есть... Обстоятельства, опять же, я говорю, сложились так, что ситуация пошла вот так. Поэтому, как сказать... Хорошо. Если они выбрали, соответственно, значит, они как-то это... Способ хороший, да, согласен. Контакт есть. Контакт будет хороший, соответственно. Проникновение будет хорошее. Угу. Если они это выбрали, соответственно, они посчитали, что это правильно. Как бы в зависимости от ситуации, там, от опыта, наверное. Окей, хорошо. Значит, это я вас спросил, это я спросил. Добавить еще что-то хотите? Что считаете важным или существенным, что мне стоит указать в рапорте? Да нет, я считаю, что как бы, ну все, наверное, как бы, так информации много. Окей.
Хорошо. Я не верю, у меня в голове вот сейчас вот это вот. А вы сейчас кому будете звонить, если не секрет? Секрета нет, но то я буду очень благодарен, если вы никого не будете предупреждать, потому что мне нужно их мнение. Ну, то есть, сами понимаете, мне не нужно, чтобы вы между собой договаривались. В этом смысле я вам честно и откровенно говорю, что у меня... Договоренность, дело просто это. Я первый появился. Мне, к сожалению, никто не позвонил, ни Богданов, ни Макшаков. Я, честно говоря, ошарашен вопросами вот этими всеми. Сами понимаете, да, в зависимости от ситуации. Вот это. Константин Борисович, все ошарашены. Представляете, как я ошарашен? Я вообще об этом не знаю ничего. И мне позвонили в 5 утра и сказали, иди выясняй. Вот я звоню вам и глупые вопросы задаю. Потому что я вообще про это знаю очень мало. Но работа такая, позвонили, вот надо делать. Хорошо, тогда я вашим коллегам буду сейчас звонить, и будет здорово, если вы в течение времени какого-то не будете с ними делиться подробностей, для того, чтобы их рассказ тоже был какой-то более... Да я подробностями делиться не буду, я сейчас хотя бы Макшакову позвоню. В курсе вообще это? Ну, конечно, в курсе. Макшакову я еще с утра звонил, он, собственно говоря, и я сегодня с утра разговаривал с Богдановым и с Макшаковым. Все нормально. А Богданов дал мою фамилию, да, его фамилию, ну, ребят, соответственно. Ну, естественно. Ну, мне... У вас телефончик нет вашего, с вами связаться, если что. Есть, конечно. Пишите. 916 912 24 87. 2487? Да. Максим Сергеевич. Да, я записал. Хорошо. Если мне какие-то будут нужны уточнения, я, наверное, в течение пары часов буду еще звонить, поэтому на связи оставайтесь, хорошо? Да я всегда на связи, днем и ночью, у меня уже привычка. Да, понятно, да. Я с телефоном везде хожу, в туалет, в ванну. Это да, это точно. Все-таки я не понимаю одной вещи. Вот они наносили на трусы или на трусы и на штаны? Потому что у меня информация двойная, и я не могу понять. Это Макшаков скажет точно. Нет, ну они скажут, мне скажут. Я хочу, чтобы вы мне сказали. Нет, я об этом не знаю, да, не сильно было. Я говорю, мы работали вот именно по этим, то есть по трусам, по штанам, внутренностям смотрели, как бы, если там пятна, нет ли там пятен каких-то и так далее. Угу. Вот. Пятен, как бы, на трусах видимых пятен не было. И, по крайней мере, визуально. На штанах тоже, там, флисовые штаны такие, они плотные, на них вообще ничего не разглядишь. Угу. Тем более они темного цвета, детей. Угу. Угу. Ну, поэтому, как вам сказали, так мы смотрели тогда. Визуально не было видно. Окей, понятно, хорошо. Все, Константин Борисович, спасибо большое. Будем на связи, тогда буду обращаться еще. Максим Сергеевич. Да. Алло. Да. Извините, вопрос такой. Ничего, что мы с вами по обычному телефону такие вопросы. А мы ничего такого не обсуждали особенного. Ну, это скорее экстренная ситуация, я думаю, что ничего страшного нет. Я согласовал с Богдановым, что я вам буду звонить по такой связи. Согласовали, да? Да. Все, договорились. Добро. Связи, Удачи, пока.